Сейчас я вам покажу, на что способна одна солнечная панель мощностью 450 Вт, 11 ампер. И максимум она дает 52 вольта. Как бы это ни казалось странным, сейчас я вам покажу все на деле. К ней буду сейчас подключать тены и показывать, сколько можно, в принципе, сэкономить киловатт. Вот такая у нас погода сегодня. Итак, давайте к делу переходить. Так, ну вот сейчас все одним кадром снимаю. Для тех, кто не верит, вот я сюда один щуп ставлю, второй. Видите, все синхронно. Работает у нас 48 вольт. Ну да, там пару вольт падает, потому что все-таки под нагрузкой какой. Вот. Все одним кадром. Мы берем сейчас вот водичку. Вы видите, да? То есть вот у меня тут солнечная панель идет. Сейчас я вам еще раз показываю. Вот я сейчас тут вот выключаю. Неудобно одной рукой телефон держу и снимаю вот. И вот я сейчас эти автоматы включаю. Все. То есть вот такого вот эффекта мы добиваемся за 7 минут всего лишь работы. 7 минут. То есть еще раз показываю, не прерывая кадр. Вот так вот. Видно, да? Вот такие дела. То есть, как видите, 1950 Вт это тен. 1950 Вт. Вот эта штуковина у меня 1700 Вт. Ну, то есть разницы нет, когда я включал на единичку или включал на двоечку. Я через автоматы защиты вот так сделал, обогреватель. Вот. То есть он вполне нормально нагревался, но разницы не имеет. Единичку вы включите или двойку, он одинаково дойдет до определенной кондиции. Вот я мультиметром замерял, там у меня есть градусник. Этот мультиметр, он показывает вот здесь температуру. Вот. Можно температуру им видеть. Я уже не помню точно, до скольки нагревался, но так, знаете, немножко хуже, конечно, чем от розетки. Но все-таки тепло такое давал и наэкономил сколько денег. Февраль, ну, январь, да даже декабрь месяц были очень солнечные. Там буквально, ну, может, если так посчитать, все 3 дня, ой, все 3 месяца, вернее, из этих всех 3 месяцев где-то дней, может, 10 максимум было таких хмурых. Вот, но это я чисто уже занимался аккумуляторами. Вот, поэтому отлично работает и такой масляный обогреватель. Ну и вообще бойлер нагревал воду отлично. То есть я и в предыдущих роликах показывал. Вот, но такой дизельный обогреватель может 6 киловатт мощности дать. И вот от такой вот станции это может долгая очень быть работа, даже зимой. Единственное, да, что в аккумуляторах немного емкость падает. Ну, как прилично падает емкость из-за мороза. Но скоро у меня будет здесь место утеплено, и поэтому я не переживаю. То есть он может, это дизельный обогреватель, ссылку оставлю в описании, он может работать и от сети, и также от 12 вольт. Вот 12-вольтовый у нас кабель, а вот 220. То есть отлично согревал он помещение, значит, и 100 квадратных метров он отлично прогревает вообще. А на улице было минус 23 доходило, но так стабильно минус 20, минус 21 держалась температура. Поэтому при любых обстоятельствах такая станция, она очень спасает, выручает и помогает экономить. Так, ну что, сейчас засекаю, сколько за день напалю. Запоминаем цифры и буду сейчас целый день работать. Запоминаем, труба вот такая вот была. Ну, такой приличный слой ржавчины. А вот теперь она вот такая вот стала. Со всех сторон. Отполировал так на совесть.
Прямо энергию не жалел. Электрическую. Ну и плюс там свет работает, такое по мелочам, освещение, ну освещение там, Wi-Fi, такое вот. Болгарка, которой я работаю, 860 ватт, хочу, чтобы вы заметили. Далее, что у нас получилось намотать? Значит, киловатт 100 ватт. Ну, если быть точнее, 1 киловатт 90 ватт. У нас здесь был показатель 733, если кто не помнит. А если у кого вопросы появятся, вот у нас этот инвертор. Вот, выключил. Все одним кадром. Включил. Загружается счетчик. Вот. Вы сейчас скажете, киловатт 100 ватт, что это такое? Ну, это приблизительно 2 часа работы. Понятно, что это не непрерывной, с передышками. Пока что-то там принесу, отнесу. Вот такое вот там. Ну, лампочки много не наматывают. У меня там дом-подвал освещается, интернет. Это там, ну, грубо говоря, за 2 часа напалил 30 ватт. Ну, как бы вот вместе 1 киловатт 100 ватт, за который я никогда не заплачу. То есть это реально бесплатная энергия. И вот что еще хочу подметить. Многие скажут, так, что ж у тебя там каждое видео там, ну, на 50 киловатт в счетчике больше буквально становится. То есть не то, что там по обещанных 100 киловатт в месяц. Друзья, я когда подключаю напрямую к солнечной панели бойлер или что-нибудь мощное, типа Тена, я никогда не подключаю счетчик, потому что он не будет от 50 вольт. Вообще счетчик функционирует. Надо минимально 180-150 вольт, хотя бы, чтобы счетчик этот включился. От 50 вольт он не будет ничего считать и показывать абсолютно. Я уже показывал в предыдущих роликах, поэтому есть как есть. Я не всегда засекаю. Мне этот счетчик, в принципе, чисто ради интереса там собственного, ну и для вас показать, что да как получилось сэкономить. То есть этот счетчик исключительно, когда я вот взял там, захотел вот инвертора, вот включил там мощную лампу, пошел что-то сверлить там, бурить, вот просел как. То есть все, только для этих целей. Я не засекаю ежесуточно, ежечасно там, ну только когда легким инструментом, на болгарками, дрелями работаю. Когда что-то мощное включаю, напрямую, все вот как-то так. Вот такую солнечную панель можно купить от $80 до 100. Сейчас такая ее цена. Погода у нас уже вот такая. Сейчас будет дождик идти. Так, давайте сейчас кое-что расскажу. Вот у нас 4 аккумулятора. Сейчас вот напряжение, которое дают реально аккумуляторы. 12,5. Солнечная панель сейчас ничего не дает, так как я ее отключил. Включаю солнечную панель. Сейчас пойдет напряжение вверх. Многие думают, что вот это сейчас идет на заряд аккумуляторов. Почти 50 вольт. Нет, это неправильно. Вот что идет у нас на заряд. Сейчас напряжение будет вырастать. Несмотря на то, что у меня сейчас функционирует инвертор и освещение. То есть оно показывает, что напряжение есть, но емкости в аккумуляторах должно быть 4 полосочки. Это значит, что он полный. А так он реально показывает, что аккумуляторы наполовину разряжены. Кстати, из них можно реально взять киловатт и при этом их не испортить. Включаем снова напряжение. И сейчас увидите, как оно пойдет значительно вверх. То есть это норма. 14,5, 14,6 и даже 14,7 именно на этом оборудовании это норма. То есть тут будет небольшая погрешность, но мультиметр покажет в принципе, что 14,5 здесь идет заряд на ваши аккумуляторы. Вот мы видим, сколько сейчас ампер идет на заряд этих аккумуляторов. Вот приблизительно, как все подключено, объясню.
Здесь все нарисовано. Сюда панель, сюда аккумуляторы. На аккумуляторы вот заряд идет, а на инвертор провода идут напрямую к аккумулятору. И все вот так вот параллельно функционирует на 12 вольт. Всю станцию можно с 2 аккумуляторов, контроллер, инвертор и солнечная панель до $200 собрать. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. Если что-то непонятно, пишите, расскажу. И, кстати, к этой станции можно подключить даже 6 таких аккумуляторов. Вот. У меня сейчас все заняты на другой станции и на бесперебойниках. Все работает. Спасибо за просмотр.